Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Жан-Батиста Мольера «Тартюф или обманщик», смотрите это видео и будете знать об одном мошеннике и лохе, которого он обманул столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал комедию Мольер в 1664 году. События происходят в Париже в то же время. Пьеса, кстати, поставлена почти во всех театрах мира и до сих пор сохраняется в репертуаре. Итак, дом Аргона. Все события пьесы будут происходить в этом доме. Госпожа Пернель, это мать Аргона, рассказывает всем вокруг, как ее никто не любит, и что она с радостью покинет этот дом. При том, что каждому она сказала что-то неприятное: и служанке, и внуку, и внучке, и невестке, и ее брату. А потом удивляется, почему же ее никто не любит. Госпожа Пернель пригласила в дом сына пожить некоего господина Тартюфа, которого считала чистой душой, святым, а всех, кто так не думал, называла глупцами. Ее сын Аргон был согласен с матерью, он всем сердцем обожал Тартюфа. А вот другие жители дома думали иначе. Считали Тартюфа ханжой, лицемером, который использует Аргона в своих корыстных интересах. Он пришел в их дом нищим оборванцем, а теперь возомнил себя здесь хозяином. Служанка Дарина говорит госпоже Пернель, что Тартюф вообще охренел. Он запрещает гостям приходить к ним в дом. Да и похоже, он глаз на жену хозяина положил. Госпожа Пернель возмущена такими словами. Она покидает, по ее словам, греховный дом. Аргону, хозяину дома, Тартюф капитально промыл мозги. Он стал для него милее всех на свете, даже родных. Все лучшее для Тартюфа, лишь бы ему было хорошо. Дамис, сын Аргона, просит дядю Клеанта поговорить с отцом о замужестве сестры Марианы с Валером. Дамис беспокоится, что Тартюф может помешать этому союзу, а сам Дамис влюблен в сестру Валера, потому свадьба сестры с Валеркой ему очень нужна. Аргона несколько дней не было дома. Когда он возвращается, то первым делом интересуется у служанки, как дома дела. Та сказала, что хозяйка Эльмира приболела. А как Тартюф? Да все с ним хорошо, ест, пьет, спит. Служанка все рассказывает о здоровье его жены Эльмиры, а Аргон все расспрашивает у нее о Тартюфе. Аргон говорит Шурину Клеанту, что его дом расцвел, когда здесь начал жить Тартюф. Клеант удивляется тому, как слеп Аргон, ведь всем же видно, что Тартюф мошенник. Аргон не желает этого слушать, собирается уйти. Клеант еще хотел поговорить о замужестве Марианы. Он спрашивает, почему Аргон тянет со свадьбой, ведь все уже давно договорились. Аргон морозится, ответа не дает и уходит. Аргон идет к Мариане, чтобы поговорить с ней. За ним становится служанка Дарина. Аргон ее не видит. «Мариана, любишь ли ты меня, своего отца, всем сердцем?» «Конечно». «Значит, выполнишь любую мою волю?» «Да, отец». «Супер, тогда выйдешь замуж за Тартюфа». В разговор решила встрять Дарина. Она говорит Мариане, чтобы та не волновалась. Отец, должно быть, шутит. Что, не шутите? Тогда подумайте о том, что люди скажут о таком браке. Да и изменять любая жена станет мужу, который ее насильно в жены берет. Ваш Тартюф даже не симпатичный, он уродливый. Аргон остался при своем желании породниться с Тартюфом. Уходит. А Мариана, отмороженная, стояла и слушала. Вроде бы не о ее замужестве речь шла. Дарина начинает ей мозги вправлять, чтобы она боролась за свое счастье с Валеркой, а не сопли жевала. «Я с собой покончу». Ну, молодец.
Вот это решение, прямо выход из ситуации. С Валером вначале поговори. Заходит Валерка. Марьяна, что за фигня? Вам Тартюфа сватают? Ага. И чё? Не знаю. А что вы посоветуете? Да замуж за него иди. Тартюф классный мужик, мечта любой девушки. Хорошо, спасибо за совет. Тогда я пойду за него. Окей, тогда я пойду другой предложу выйти за меня замуж. Давай, иди. Дарина наконец-то останавливает это безумие. Вы что, больные оба? Куда пошел? Иди сюда. А ты куда теперь пошла? Иди сюда. Мудрая Дарина советует Марьяне согласиться с волей отца. Тогда она сможет потянуть время с помолвкой. А там, глядишь, что-то придумается. Всегда можно сказать, что Марьяна заболела и нужно подождать. Или что приметы плохие вокруг, нельзя жениться. Только теперь влюбленным нельзя быть на людях вместе. Дарина встречает Тартюфа, говорит ему, что у хозяйки Эльмиры есть к нему разговор. Тот сразу оживился. Кстати, Эльмира, вторая жена Аргона, первая мать Дамиса и Марьяны, умерла. Дарина уходит, появляется Эльмира. Дамис подслушивает этот разговор. Тартюф клеится к Эльмире. Она спрашивает его о женитьбе с Марьяной. Тот говорит, что другая в его сердце есть. Да? А как же обеты? Я думала, вам неведомы плотские желания. Тартюф говорит, что ее хочет. Тогда Эльмира интересуется, что он станет делать, если она расскажет о его похотливых желаниях своему мужу. Тартюф отвечает, что надеется, что она этого не сделает. Хорошо, не скажу. Если ты посодействуешь скорейшей свадьбе Марьяны и Валерчика. И тут появляется Дамис, который все слышал. Он говорит, что никаких сделок заключать с этим мошенником не нужно, что он все расскажет отцу. Эльмира говорит не делать этого. Заходит Аргон. Дамис сразу же рассказывает ему, что Тартюф объяснялся в любви к Эльмире. Сама Эльмира говорит, что мозгов у Дамиса нет, и уходит. Аргон обвиняет сына в клевете на святого человека. Тартюф вторит ему, просит и дальше Дамиса оскорблять его разными словами, называя меня кровопийцей, злодеем, извергом, убийцей, разбойником, ведь я грешен. Аргон обнимает Тартюфа и говорит сыну, что они все сговорились против его дорогого друга, что они хотят избавиться от него. Так не будет этого, он выдаст поскорее за него свою дочь. Сегодня же свадьба, а ты, негодный плут, проси прощения у Тартюфа на коленях. Дамис отвечает, что не станет этого делать. Тогда Аргон выгоняет его из дома, лишает наследства и проклинает его. Тартюф говорит, что уйдет из дома Аргона, потому что его здесь не любят. Ведь когда-нибудь он поверит такой клевете. Аргон отвечает, что никогда он не поверит ничему подобному. Более того, он сегодня же перепишет на него все свои имения. Вы согласны с этим, мой дорогой друг? На то воля Божья. Идем же, я составлю акт, а они пусть все от зависти лопнут. Клеант, это брат Эльмиры, говорит Тартюфу, чтобы он, как добрый христианин, помирил Дамиса с отцом. Тартюф отвечает, что и сам этого хочет, но если сын вернется домой, это будет означать, что Тартюф боится его, и значит его слова были правдой. А своим жестом доброй воли он подкупает его молчание. Послушай ты, как ты мог имение в дар принять от этого безумца? Принял, чтобы оно не досталось грешникам, коими полон этот дом. Да ведь это их дело, грешников, что им делать со своим имением. Разве Богу угодно, чтобы присваивали чужое имущество? Тартюф
уходит. Марианна просит отца пощадить ее и не выдавать за Тартюфа. Пусть он отдаст ему и ее часть наследства, но не выдает замуж. Отец, конечно же, отказывается. Эльмира удивляется тупости мужа. Она спрашивает его, поверил ли бы он своим глазам и ушам, если бы увидел и услышал коварство Тартюфа. Да бред это все, Тартюф святой. Так, муженек, слушай. Сейчас сюда придет твой дорогой друг. Ты лезь под стол, сиди тихо и все слушай. Понял? Я буду с ним любезничать. Ты не ревнуй. Понял? Аргон лезет под стол. Приходит Тартюф. Дорогой, нас в прошлый раз Дамис прервал. Теперь нам никто не помешает. Что-то я очкую. В прошлый раз вы себя по-другому вели. Эльмира его убеждает, что тогда она не разобралась в своих чувствах, а сейчас она хочет его, ведь она неспроста просила его не жениться на Марианне, потому что сама хотела быть с ним. Тартюф ей почти поверил, хочет какое-то доказательство. Аргон сидит под столом, не вылазит. Эльмира говорит, что опасается мужа, на что ей Тартюф отвечает, что этого идиота обмануть проще простого. Он ведь даже глазам своим не верит. Наконец-то появляется прозревший Аргон. Тартюф пытается его убедить, что все не так, как он себе представляет. Аргон требует, чтобы Тартюф покинул его дом. Вот только Тартюф не покидает свой дом. Он говорит, чтобы Аргон сам валил из его дома. Эльмира не догоняет. Тогда Лошара говорит, что подарил дом Тартюфу. Вот дебил, подумала Эльмира. Аргон рассказывает Клеанту, что отдал Тартюфу ларец с важными документами. Документы касались его друга Аргаса, который вынужден был бежать из Парижа. В этих документах жизнь и состояние Аргаса. Да, мой дорогой друг, воистину мозгов у вас нет. Дамис говорит, что он завалит подонка. Клеант советует ему быть посдержанней, решать дела насилием не годится. Аргон жалуется своей матушке на подлость Тартюфа. Госпожа Пернель отказывается этому верить. Заходит судебный пристав, господин Лояль. Он просит все семейство до завтра освободить дом Тартюфа. Только сейчас госпожа Пернель поверила сыну и всем остальным. Вбегает Валерчик, говорит, что ему один хороший друг сказал, что Тартюф отдал королю какие-то документы, которые Аргон много лет скрывал от правосудия. Теперь Аргона хотят арестовать, потому ему нужно срочно бежать из Парижа. Он подготовил карету, которая ждет у входа. Валер дает Аргону деньги в дорогу. Аргон принимает помощь и сожалеет, что не может его отблагодарить. Но покинуть дом Аргон не успевает. В дверях появляется Тартюф с офицерами. Тартюф говорит, что пришел арестовать Аргона. «Я же тебя от нищеты когда-то спас, сука ты! Я буду молиться за вас!» Тартюф просит офицера исполнить приказ короля. Тогда, согласно приказа, офицер арестовывает Тартюфа. Всем офицер объясняет, что король мудрый, и сразу понял, что Тартюф мошенник, которого уже давно разыскивают. А сюда они явились, чтобы увидеть, до какого бесстыдства способен дойти Тартюф. Дарственную король своей волей уничтожает. За пособничество мятежному другу прощает. Аргон на радостях хвалит короля и распоряжается готовиться к свадьбе Марианны и Валерчика. На этом все.